Приветствую вас на своем канале, меня зовут Настя Лосева. Заканчивается у нас огород, уже почти закончился, все укрыли. Чем заняться долгими зимними вечерами? Я предлагаю нам научиться с вами плести кашпо. Вернее, я его уже умею плести. У меня есть несколько видео, посвященных этому на канале. И я решила собрать для вас эти видео в одно и показать, как сплести простое. Сначала начнем с простого 12-литрового кашпо. Я расскажу, где взять ротанг, как с ним обращаться, как плести, какие инструменты нужны. И к концу этого видео у вас будет подробная инструкция о том, как сплести прекрасное 12-литровое кашпо, пока без ручек и без косы, без всякого орнамента. Но если вы хотите научиться плести еще и ручки, плести косу, делать всякий орнамент, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Я обязательно в ближайшее время размещу вам новые видео по плетению кашпо из ротанга. И, конечно, мы не ограничимся только этим 12-литровым кашпо. Будем и большие плести, 20-литровые, и квадратные, и оплетать обычные, в общем, любые кашпо, которые есть в вашем арсенале. Любое ведро вы можете оплести ротангом. Для плетения кашпо нам понадобится линейка, маркер. Обязательно возьмите перчатки. Вот такие перчатки за 70 рублей я покупаю в Leroy Merlin. Они вполне подойдут для плетения. Хотя, хватает их на где-то 3 кашпо, потом они более такие становятся, трепятся, короче. И особенно у меня ногти, поэтому рвутся, конечно. Вот такие же перчатки, видите, достаточно бывает, грязный ротанг и грязные ведра, то есть когда вы плетете. И поэтому пальцы пачкаются. Значит, еще, конечно, канцелярский нож, которым мы сейчас будем обрезать ушки. Обычные ножницы или кусачки, которым вы будете откусывать ротанг. И еще раз хочу вам показать, какой бывает разный ротанг. Причем на одном цвете. Близко показываю, видите? Вот это полутрубка, полутрубка, вот это полумесяц, вот это полумесяц, вот это полутрубка, видите, он такой трубчатый, вот такой ротанг, вот такого цвета, из него мы будем плести, классно смотрится. Вот этот более жесткий, видите, он загинается, с ним нужно иметь дело, я обязательно тоже вам покажу, научу, видите, как он может загинаться. А вот этот более такой эластичный. Вот с такого мы будем плести. И с такого начинайте плести. Цвет можете выбрать сами. Внизу под этим видео я напишу вам поставщика, у которого покупаю. Как видите, цвета тоже могут быть разные. Здесь уже выбирайте под свой интерьер. Полипрофиль — это поставщик, у которого я покупаю ротанг сейчас. Продает от 1 килограмма. Вы можете заказать. Закажите сначала 1 килограмм. Вам хватит на кашпо и 12, и 20-литровое. И попробуйте сплести, чтобы понять, что это такое, ваше ли это, понравится вам или нет. Ну и теперь приступим к обрезанию ушек. Еще раз скажу, берем кашпо без носика. Именно про это кашпо я сегодня вам и рассказываю. И вот так вот обрезаем под корень. Кстати, если вы дачники, вот эта проволока вам тоже может пригодиться. Можно хорошо делать из нее различные дуги для прищипывания. Вот это развернуть место. Все. Одно ушко при помощи ножа убрала. Также делаем со вторым. Смотрите, я считаю, что чем чаще у вас будут сделаны стойки, тем красивее будет у вас изделие. Поэтому не скупитесь, так скажем. Я делаю стойки через 3 сантиметра. Прикладываю линейку от верхнего бортика. Линейку прикладываю прям глубоко туда к бортику. От верхнего бортика я откладываю 4 сантиметра. Для того, чтобы здесь, с этой стороны, у вас был тоже красивый бортик. Если вы не досыпете сюда земли, у вас будет какой-то низкий цветок, то кашпо будет красиво смотреться и не будет видно самого ведра. Поэтому я для себя так решила, что я делаю 4 сантиметра
и 3 сантиметра между точками, между стойками. И еще такой момент, что желательно брать четное, делать четное количество стоек, для того, чтобы у нас ровно были петли внутри. Я потом покажу. Пока запомните, что желательно делать четное количество стоек. И сразу я ставлю параллельно точку вот здесь внизу. Она мне пригодится, чтобы делать на дне. Так. Ну и теперь начинаю. Так как у меня вот эта линейка, она подвижная, видите, я можете взять сантиметр, но сантиметр, мне кажется, не так удобно. И я начинаю откладывать по 3 сантиметра. По 3 сантиметра. Иногда можете сверяться, вот видите, раз, все правильно, 4 сантиметра так и остается. Вот таким образом я размечаю все ведро. Ведро 12-литровое. Вы можете... Значит, делаем разметку на высоте 4 сантиметров от бортика. Делаем разметку. Померьте вот здесь радиус, какой у вас будет. И разделите его на четное количество стоек. Вот смотрите, у меня получилось здесь 28 стоек я сделала. То есть разделите на 28 вот эту окружность. И у вас получится точки, через сколько вы должны их поставить. Что мы делаем теперь? Теперь я подвожу к каждой точке, и мне нужно наметить на дне, чтобы сделать такие же отверстия параллельные на дне. Я просто вот здесь намечаю. Есть разные способы, делаю через веревочку, через ниточку. Ну вот я для себя вот так определила. Так. Мне так легко. Разметили. Теперь ставим ведро вот так на попа. И что мы делаем? Вот у нас центр нашего ведра. Мы должны провести точку между вот этой точкой, которую мы здесь наметили, и центром. И вот здесь вот у ведра, посмотрите, на дне есть вот этот вот ободок. Я делаю дырочки вот здесь под ободком, потому что так удобнее потом зацеплять лозы. Я покажу. Если вы, чем ближе вы их будете делать, тем меньше у вас будет расстояние между дырочек, и, соответственно, дно потеряет свою жесткость. Поэтому я делаю максимально близко вот к этому бортику, но вот именно вот к этому, под этим бортиком, чтобы удобнее было лозы потом зацеплять за них, потому что если сделать сюда вот на сгиб, то лозы будут выпадать. Поэтому вот таким образом будем делать под этим бортиком. Конкретно вот это 12-литровое ведро я вам показываю. Соответственно, под бортиком я рисую точки, где буду сверлить. Еще раз провожу между вот этой точкой и центром. Вот так, без всяких мудрствований. Видите, ведро мое размечено. И теперь готово к тому, чтобы его сверлили. Сверлить сначала мы с вами будем тонким сверлом. Итак, у меня есть два сверла. Вот такое на 7. Это под 7-миллиметровый профиль. И вот такое тонкое. Сначала я начинаю сверлить именно тонким сверлом, чтобы сделать разметку. Ведро мягкое, сверлится очень хорошо. Держу за край, чтобы не сломать его, потому что оно все равно гнется. Вот так придерживаю одной ногой и начинаю сверлить уверенно. И, как я говорила, выходит мусор, который потом нужно будет собирать. Все, поехали. Еще вам на заметку. Вот это ведро у меня будет шаблоном для всех остальных, чтобы на них не делать разметку при помощи маркера. Сейчас я покажу, как при помощи этого ведра мы дальше будем размечать следующие ведра. Для этого вот в этом ведре я оставляю только маленькие дырочки. Вот таких дырочек. Пройтись можно, убрать лишнее. Теперь у нас есть второе ведро, которое мы хотим разметить. Я просто вот это ведро вставляю вот сюда. Хорошо обжимаю.
начинаем сверлить вот в эти отверстия. Старайтесь дрель держать перпендикулярно ведру, чтобы не закусывало сверло, и тогда будут более ровные дырки получаться. Когда у меня все отверстия намечены маленьким сверлом, я меняю сверло на тот размер, которого у меня ротанг. То есть сегодня я плету ротангом полумесяцем 7 миллиметров. Соответственно, я ставлю сверло 7. Мне не нравится, когда сверло намного больше, получается отверстие, в котором свободно профиль ходит и не держит потом форму. И теперь мы приступаем к нарезке непосредственно самого ротанга. Нам нужно нарезать с вами направляющие. Я стараюсь сделать так, чтобы это было по минимуму без швов. И тоже вам напишу, сколько метров нужно вот для этого 12-литрового ведра. Как я все отмеряю? Я отмеряю, напомню, что мы с вами плетем вот с такого полумесяца. Вот такой плоский ротанг. Он достаточно, видите, он эластичный очень, поэтому плести с него намного легче. Я рекомендую вам с него начинать. Я отмеряю при помощи своего плеча. Вот так. Я, в принципе, делаю так всегда. И когда макраме плела тоже, вот у меня вот здесь вот метр, я знаю. Вы можете при помощи сантиметровой ленты это отмерить. Отмеряю, сколько мне надо. Сейчас делаю для направляющей. Я почему не говорю вам здесь в ролике, сколько метров? Я боюсь, знаете, иногда делаешь, ошибаешься, потом приходится дописывать. Поэтому все будет под видео в описании, все метражи, направляющие, лозы для плетения. Потом беру обычные ножницы, можете взять какие-нибудь кусачки, не знаю, какие у вас есть. Но режется прекрасно, раз, все. Вот у меня наша направляющая. Что мы теперь делаем? Мы, для того, чтобы нам легче было, мы будем в две стороны расходиться, чтобы были покороче лозы. Поэтому я беру и нахожу середину. Видите, она такая вот, это вот для направляющих длинная получается. Находим середину, и с нее сейчас мы начнем с вами плести. Можете ее чем-то отметить, завязать веревочкой. Вот середина моей лозы для направляющих. И теперь... Сегодня я хочу еще раз проговорить некоторые моменты по началу плетения, так, чтобы вы не сделали ошибки на самых первых этапах. Итак, начинать плетение мы можем двумя разными способами. Это короткой лозой, если вы боитесь сразу брать длинную, и длинной лозой. Я покажу, как это делается. Когда вы берете короткую лозу, вы ее протягиваете и завязываете узелок с внешней стороны ведра. Запомните, пожалуйста, что все узелки, все окончания и хвостики должны оставаться с внешней стороны ведра, так как они потом закроются плетением. Вот таким образом вы завязываете хвостик, на него нужно оставить 15 сантиметров, и продолжаете делать стойки. Если у вас, вы берете длинную лозу, на ведро 12-литровое, вам понадобится лоза длиной 12 метров, находите два кончика, находите середину и загибаете ее хорошенечко, чтобы вы видели, где находится эта середина. Получается, что у меня по 6 метров две лозы для стоек получается. Вот я отметила серединку. Теперь мы должны сделать петлю. Петлю эту мы будем делать с внутренней стороны ведра, просто протаскивая два кончика одновременно в соседние отверстия. Находим их ровненькие. Вот так вот вставляем с внутренней стороны ведра, чтобы была красивая петелька. И вытаскиваем симметрично. При таком вытаскивании у вас, конечно, ротанг немножко закрутится. Не пугайтесь этого. Вы должны плести двумя руками. То есть сейчас второй рукой я внутри буду потихонечку выкручивать ротанг и помогать ему лечь ровно.
Я хочу вам сказать, чтобы вы приготовились. Первое кашпо вы будете плести, ну, по-разному. У меня на первое кашпо, когда я училась, ушло 8 часов. Потом, уже когда вы научитесь и поймете, что и как делать, на плетение кашпо у вас будет уходить 2 часа, не больше. Ну, когда вы сделаете трафареты. Все, таким образом мы сделали петельку внутри красивую и начинаем делать стойки. Значит, сильно туго мы их не подтягиваем. Иначе у вас ведро потом перекосит из-за напруги. Смотрите, я оставляю, ну вот примерно вот так вот, чтобы был небольшой вот такой зазор. В результате плетения потом у вас вот этот бугорчик, он поднимется наверх, вот сюда. Из-за того, что здесь будет создаваться объем, вот здесь, вот на этой поверхности, и немножко опустится вот сюда. И, соответственно, у вас эта стеночка, она будет более ровная. Поэтому ровно вот так сейчас натягивать нельзя. Оставляйте небольшой припуск. Ну вот я вот ладошку, видите, вот свою ладошку подставляю. И вот ротанг должен лежать на моей ладошке. Если я начну сейчас сильнее вот так, вот, что вот так вот нельзя делать, иначе у вас потом ведро перекосит. Вот делайте вот по косточке. Ротанг ложится на мои косточки. Вот так вот я делаю. Соответственно, вот здесь в отверстие он тоже ровно ложится. Видите? Я ему помогаю лечь ровно. Вот так рукой делаю. Дальше. И теперь здесь мы должны вывести петлю вот в это другое ближнее отверстие рядышком. И получится у нас опять следующая петля. И следующая стойка у нас будет ложиться снизу вверх. И еще такой момент один сейчас скажу. Ротангу помогаете вот здесь ложиться ровно. Видите, он может перекручиваться, вы его укладываете ровно. Все. Здесь мы его вот так выворачиваем. И ведем к верхней стойке, следующей. Чем короче у вас будет становиться вот эта лоза, тем быстрее у вас будет идти работа. Ну и вы уже присноровитесь дальше. Выводим ее сюда. Так, сразу укладываем ровно. Она, видите, может перекручиваться. Вот здесь. Сразу ее выкручиваю как надо. Раз. И укладываю. И опять проверяю, чтобы она у меня не натянута была, а ложилась на мои костяшки. Вот так вот. Еще такой момент. Вот эти лозы, которые мы сейчас с вами натягиваем, направляющие, они вот здесь вот будут у вас ложиться неровно, будут сдвигаться. Ничего страшного. Потом при плетении мы все это выровняем, и они придут в ровное состояние, когда они будут друг друга держать. Сейчас даже не старайтесь их развести на 3 сантиметра, чтобы они были так же, как у вас, как вот эти дырочки. Такого у вас не будет, потому что они все искривлены. Сейчас вы их загинаете, они жесткие, поэтому выровнять их не получится. Вот как они сейчас будут ложиться, вы руками видите, что она у вас ровно. Когда вы ее держите, она идет ровно и хорошо. Это прекрасно. Как только отпускаете, она уезжает. Этого ничего страшного. Потом лозы, которыми мы будем плести, мы все это выровняем, и все будет ровно абсолютно лежать. Когда стойки сделаны, концы у вас должны выходить опять вот здесь с внешней стороны ведра. Вы оставляете на то, чтобы заправить кончики, 15 сантиметров и заправляем с внешней стороны ведра.
делаем петельки. Можете сделать узелки. Я делаю вот так, продеваю в две стороны, в две петельки. Держится очень хорошо. Вот так немножко сгинаю ротанг другой рукой, и никуда он уже у вас не денется. Кончик можно подрезать, отрезать, чтобы он не мешался. Одну закрепила, вторую. Этого вполне вот такой закрепки достаточно. Ротанг никуда уже не денется. Вот так мы закрепили. Если вы делаете из коротких, то просто делайте узелки, как я показала, с внешней стороны. Когда у нас все направляющие сделаны, напомню вам, что это мы начинаем, как будто бы вы начинаете плести. Я рекомендую вам поставить ведро кверх ногами на стол, чтобы оно было неподвижным, и таким образом закреплять лозы для плетения. Ну, конечно, наличие помощника – это обязательно. Не всегда он помогает, иногда мешает, но все же. И теперь вот я поставила на стол, так как вы будете это делать, и вот так показываю, как я закрепляю лозы. Первую под стойкой, над стойкой, под стойкой, как я и говорила. В левой руке у меня хвостик 10 сантиметров, не меньше, в правой та лоза, которую я буду плести. Дальше мы сдвигаем на одну лозу влево. Опять под стойкой, над стойкой, под стойкой. Единственное, что вот здесь вот первую лозу я отправляю под вот эту вторую, чтобы она у меня не сильно ерзала. А потом я этот хвостик вытащу наверх. Ну, просто поддену либо ножницами, либо еще чем-нибудь. Да, и обязательно работайте в перчатках. Я здесь просто на съемке уже не стала одевать перчатки. И таким образом дальше мы продвигаемся влево, подсовывая лозы, которыми будем плести поочередно. Все кончики у нас должны смотреть вверх, в центр ведра, вот так. А лозы, которыми мы будем плести, они должны смотреть вниз. Проверяйте себя каждый раз. Я прям рукой вот так отодвигаю лозы, под которые мне нужно завести. Вернее, отодвигаю стойки, под которые мне нужно завести лозу. Одной рукой и второй поддерживаю. Считайте внимательно. Вас никто не торопит, когда вы будете плести первое, второе кашпо. И желательно, конечно, закрепить все стойки одновременно и сплести один ряд полностью. Сейчас я покажу, как сплести первый ряд. То есть, так как я вам сказала, что вам потребуется 8 часов, возможно, что сразу вы не сплетете кашпо полностью и оставите его. Так вот, на каком этапе кашпо можно оставить до следующего плетения. Желательно закрепить все стойки и сплести один ряд. И посмотрите еще, я вот так закручиваю лозы, вот эти вокруг кашпо, чтобы они не выпадали. То есть несколько закрепила, потом беру длинные концы и закручиваю вокруг кашпо и кладу их на стол вокруг. Я сейчас покажу потом, как это будет выглядеть. Все внимательно закрепляем. Обязательно в конце мы должны проверить, чтобы из-под каждой стойки торчал маленький хвостик. Считайте внимательно, чтобы не ошибиться. Вот таким образом я лозы сложила вокруг. Так удобнее будет плести. Потом, когда вы уже присноровитесь, конечно, можно этого будет не делать. Я уже на руках потом плету. Посчитала все кончики, проверила, чтобы из-под каждой стойки торчал хвостик. Теперь смотрите, начинать плетение вы можете с любого места. Сейчас стойки закреплены все одинаково и все симметрично. Выбирайте любую стойку, но первый ряд вы должны закончить полностью, чтобы потом не потерять. Выбрали стойку, которую вы будете плести, и заводите ее. Сейчас она у вас над лозой. Вы заводите под одну или две лозы, как хотите. Я завожу сразу под две. Под лозу и еще раз под лозу. И вытягиваю. Держите двумя руками, чтобы лоза у вас не крутилась. И тянем ее не вправо, а вот так вверх подтягивайте. Не затягивайте вправо, иначе у вас ветро начнется вот эта конструкция деформироваться. Не тяните слишком сильно. Потом берем следующую лозу слева и дальше плетем направо, слева направо. Если вы плетете в другом направлении, значит берете лозу справа налево. Мы сейчас плетем с вами слева направо. Значит, берем следующую левую лозу и плетем ее направо. Прям правой рукой вот отодвигайте ту стойку, под которую вы должны подсунуть. Таким образом заплетаем все лозы.
И опять я складываю, то есть 3-4 сплела, сложила вокруг ведра, чтобы они никуда не соскальзывали. Смотрите, рядом вот то, что вы сплели, у вас все равно стойки будут немножко опускаться. Вы не нервничайте и не расстраивайтесь. Потом все ляжет на место. Смотрите, теперь мы подошли к началу нашего ряда. Как это выглядит? Выглядит это так, что у вас одна или две лозы, которые остаются до начала ряда, они как бы ускользают и прячутся вот в левую сторону. Видите? И вот здесь вот очень легко сейчас взять следующую лозу, начать плести, а вот эту вот одну или две лозы вы можете потерять. Так что здесь смотрите внимательно, когда вы подойдете к началу этого ряда. Именно делайте полностью ряд, потом оставляйте плетение, если вам нужно передохнуть или куда-то уйти. Иначе, если вы вот и на этом этапе оставите сейчас плетение, вы потом обязательно запутаетесь. Вот. И вот это вот самое последнее, она всегда может, теряется очень часто. У меня на первых этапах она тоже терялась. Поэтому внимательно следите, чтобы все лозы были проплетены. И чтобы вот эта шахматка у вас сохранялась сверху, снизу. Чтобы все было проштопано хорошо. Вот сейчас я заканчиваю, последнюю лозу заправляю. Вот. Подтягиваю и вижу, что шахматка у меня готова. Все, первый круг у меня замкнулся. Но нормально все подвести, вот так, увидеть рисунок, вы сможете только тогда, когда у вас где-то 5 рядов будет сплетено, тогда будет хорошо держаться. Лозы будут хорошо держаться. Поэтому продолжайте плести. То есть в следующий раз, когда вы возьмете ведро, вы можете опять плести с любого места. Когда у вас готовы первые 15 сантиметров полотна, начинаем его потихонечку поправлять, расправлять направляющие и подтягивать полотно вниз. Я плету достаточно плотно. Именно это позволяет лозам и направляющим хорошо держаться. Плести становится все легче, потому что лозы становятся короче. Вот так беру прямо и начинаю все расправлять, как мне нужно, чтобы стойки стояли ровно. Подтягиваем все к низу. Это обеспечит нижние замки большей плотностью, когда мы будем заправлять нижние кончики. Вот так красиво у нас получается. Можно продолжать плести дальше. С внутренней стороны ведра эти петли намного объемнее, поэтому подсунуть под них лозу, которую мы плетем, намного удобнее. Подсовываем и потом подтягиваем наверх к ободку, создавая наверху объем для того, чтобы у нас закрылись вот эти просветы и ведро не было видно, не просвечивало. И таким образом поступаем дальше по плетению кашпо.
Начинаем плести ведро с внутренней стороны, оплетая вот этот ободок. Я, как вы помните, отмеряю 4 сантиметра сверху, поэтому этот ободок у меня достаточно большой. Мне кажется, что так будет красивее. Если вдруг вы не досыпете земли сверху, у вас не будет видно ведра, а будет видно вот этот ободок. Плетем его по той же схеме. Здесь я плету через одну стойку, не делаю большой шаг, ну потому что места и пространства в ведре мало, поэтому развернуться не очень легко. Плетем также через одну стойку, продвигаемся, только здесь наоборот. Мы пропускаем через стойку и подтягиваем лозу наоборот кверху, вот к этому ободку, чтобы он был более рельефный и не было видно ведра. И создавался красивый рисунок внутри этого ободка. Там лоза тоже должна ложиться ровно, так же, как и с внешней стороны. Вы посмотрите, и что у вас обязательно все получится. Когда внутренний ободок у меня будет оплетен, я сначала закрепляю нижние стойки внизу. Для этого что я делаю? У нас остаются вот такие кончики по 10 сантиметров. Их мы сейчас и будем заправлять в замки, для того, чтобы у нас получилось красивое дно. Я беру с любого места кончик, отсчитываю 2 стойки и под третью, оттягивая вот этот хвостик, завожу стойку. То есть завожу этот кончик через 2 стойки под третью. Затем, продвигаясь направо, беру следующий кончик, опять отсчитываю 2 стойки и под третий подталкиваю вот этот хвостик. Получается такая красивая волна. В большинстве случаев они входят достаточно легко. Если он у вас слишком длинный, просто подрежьте 1-2 сантиметра. Если плохо подлазит, ну, например, вы сильно туго плетете, просто возьмите ножницы, отожмите немножко вот эту стойку и подсуньте под нее. Так у меня вручную все прекрасно получается, и у вас тоже должно все получиться. Они прям туда заскальзывают и потом держатся, уже никуда абсолютно не денется. То есть вот эти лозы и стойки, они сами себя хорошо держат. А из-за того, что ротанг такой упругий, он сам уже никуда не выскочит. Опять отсчитываем 1, 2, 2 стойки и под третью заправляем вот этот хвостик. Получается такая красивая волна, которая закрывает все грехи, можно сказать, если такие есть, и создает красивый ободок на дне. Край донышка получается очень красивым, ровным и достаточно рельефным. Посмотрите, как красиво все, у вас не будет видно со стороны никаких отверстий, которые вы делали. Все закроет вот эта вот волна, косичка, которую мы сделали. И теперь уже после этого мы переходим к закрытию внутреннего ободка по той же схеме. Что мы сейчас будем делать? Сначала нам нужно одинаково обрезать все кончики, которые у нас получились. Так как заправлять мы будем тоже через 2 стойки под третью, то мы берем, отсчитываем 1, 2, 3 стойки и на уровне 4 стойки я обрезаю кончик. Сначала обрезаю все хвостики таким образом, отсчитывая 1, 2, 3 стойки, на уровне 4 обрезаю хвостик. По кругу делаем таким образом и сначала все обрезаем, чтобы потом не запутаться. Также проверяем себя. Из-под каждой стойки у вас должен смотреть хвостик. Теперь берем обрезанный хвостик, считаем 1, 2 и под третью стойку оттягиваем хвостик третьей стойки и под нее заправляем вот этот вот кончик.
Он легко заходит. У вас будет такая косичка или волна, которая будет смотреть наверх. И она закроет все отверстия. То есть вам отверстия будут абсолютно не видны, которые вы делали. Если какие-то кончики остались, хвостики, все заправится внутрь и будет между ротангом и ведром. Сверху ничего видно не будет. Посмотрите, какая декоративная вот эта вот волна получается. Еще раз хочу вам показать, какие возможности дает ротанг. Посмотрите, вот эти кадры с моей дачи летом. Вот в таких кашпо у меня росли колиусы. А вот еще кашпо, которые были сплетены на подарки либо клиентам. Сегодня мы с вами сплели простое прямое кашпо, но можно его сплести и с косой, и с ручками, и более круглым. Обо всем об этом я буду рассказывать обязательно на своем канале. Поэтому заходите, подписывайтесь, будет интересно и очень полезно. Обязательно пишите все вопросы, которые у вас будут по этому поводу. Я всегда не дадут соврать мои подписчики. Очень быстро и оперативно отвечаю на все вопросы, которые мне поступают. А если вы хотите более плотного общения, если хотите посмотреть результаты того, как уже люди, научившиеся на моих видео плести кашпо, выкладывают фотографии свои, приходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Там у нас чат, сообщество такое дружное, дружный коллектив, где мы печем хлеб. Кстати, тоже можно научиться долгими зимними вечерами вывести закваску, испечь хлеб, и еще успеть все это сделать до Нового года. Кстати, кашпо из ротанга — это прекрасный подарок на Новый год вашим родным и близким. Поэтому приступим к плетению без долгих разговоров. Жду ваши вопросы, лайки, комментарии. Ну и, конечно, как я сказала, уже подписки.